Поэтому нам следует подчеркнуть, что мы не правительство, а правительство это не мы. Мюррей Ротбард. Анатомия государства. Чем государство не является? Почти повсеместно государство считается учреждением, которое предоставляет общественные услуги. Некоторые теоретики поклоняются государству как апофеозу общества. Другие считают его дружелюбной, хотя и зачастую неэффективной организацией для достижения общественных целей. Но почти все считают его необходимым средством достижения целей человечества, средством, которое противопоставляется частному сектору и часто побеждает в этой конкуренции за ресурсы. С распространением демократии отождествление государства с обществом удвоилось, дошло до того, что часто звучат мнения, которые нарушают буквально все основы разума и здравого смысла. Такие как «мы и есть правительство». Удобный собирательный термин «мы» позволил накинуть идеологический камуфляж на реальность политической жизни. Если мы и есть правительство, тогда как бы правительство ни поступало по отношению к индивиду, это не только справедливо, но также и добровольно со стороны данного индивида. Если правительство имеет огромный государственный долг, который надо выплатить, облагая налогами одну группу в пользу другой, реальность этого бремени завуалирована фразой «мы должны сами себе». Если правительство призывает человека в армию или бросает его в тюрьму за его политические взгляды, то он сам с собой так поступил, и поэтому ничего страшного не произошло. Если следовать этой логике, когда евреи, убитые нацистским правительством, не были убиты, вместо этого они, должно быть, совершили самоубийство, так как они были правительством, которое было демократически избрано. И поэтому все, что с ними сделало правительство, было добровольно и с их стороны. Казалось бы, нет необходимости это обсуждать. Однако подавляющее большинство людей подвержено этому заблуждению в большей или меньшей степени. Поэтому нам следует подчеркнуть, что мы не правительство, а правительство это не мы. Правительство никоим точным образом не представляет большинство народа. Но даже если бы оно и представляло даже 70% народа, решило бы убить остальные 30%, все равно это было бы убийством, а не добровольным самоубийством со стороны истребленного меньшинства. Если государство не мы, если оно не человеческая семья, собирающаяся вместе для обсуждения общих проблем, если это не профсоюзное собрание или загородный клуб, то что это? Вкратце, государство – это организация в обществе, которая стремится поддерживать монополию на использование насилия на определенной территории. В особенности, это единственная организация в обществе, которая получает свой доход не при помощи добровольных взносов или платежей за оказанные услуги, а при помощи принуждения. В то время как другие индивиды или институты получают доход посредством мирной и добровольной продажи товаров и услуг другим, государство получает доход, используя принуждение, то есть угрожая тюрьмой и штыком. Использовав насилие для получения дохода, государство обычно на этом не останавливается и регулирует и диктует остальные действия своих подданных. Можно подумать, что простое наблюдение всех государств в истории и по всему миру может служить достаточным доказательством этих суждений. Однако туман мифов так долго скрывал деятельность государства, что существует необходимость в разъяснении. Мюррей Ротбард. Анатомия государства.